Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. I'm here with my best man, my husband, Alexander, and we are here to give you our personal experience as a kingdom couple. So, we'll talk about how we met and got married within 4 months, approximately 4 months. How God wrote our love story as kingdom couple. And my husband here is going to give you guys his own side of the story, because the other video I made was for myself, how God wrote my love story. So my husband is going to give you his own side of the story, and he'll be giving it in Russian. So for those who don't understand Russian, please check the description box below. You will see the translated version of this video in English. Thanks for listening, and if you like this video, don't forget to click and don't forget to like and share, subscribe. Thank you. Hey everyone, my name is Alexander. Yes, I will talk in English now to tell my story, my own point of view and my Russian version of this story. Да, друзья, сегодня я хочу рассказать вам историю нашей любви, как мы встретились, как мы поженились. В прошлом видео моя жена рассказала примерно то же самое. Я хочу рассказать со своей позиции и на русском языке, для того, чтобы наша русская аудитория, русскоязычная, для которой сложно воспринимать английский язык, могла бы ознакомиться и, так скажем, чтобы не оставить вас за бортом, поскольку я думаю, что вполне возможно в дальнейшем русскоязычной аудитории у нас будет больше. Поэтому для вас, друзья, для моих друзей, знакомых, коллег я записываю это видео сейчас. Значит, познакомились мы в социальных сетях, ВКонтакте. Мы познакомились, можно сказать, совершенно случайно. Но мое личное мнение, это не была случайность, это было чудо. Почему, я расскажу в дальнейшем. Я просто наткнулся на страничку Эммы и решил отправить ей заявку в друзья. Почему я это сделал? На тот момент я был в отношениях. Мои отношения не очень складывались, и я это сделал совершенно случайно. Почему я это сделал? Это был какой-то порыв души, можно сказать. Я считаю, что Бог дал мне этот импульс, дал мне это желание послать ей заявку в друзья. Она приняла мою заявку, и мы начали переписываться. Хотя в то же время я общался со многими людьми, со многими девушками, я искал будущую супругу. И почему именно она? Я думаю, что это просто было какое-то вдохновение свыше, я так считаю. На самом деле, как только мы начали общаться, мы сразу почувствовали какую-то связь. Это действительно сверхъестественная вещь. Несмотря на то, что мы общались по-английски, мы разговаривали так, как будто мы уже знали друг друга раньше. Это случается на самом деле очень и очень редко. И наша любовь, она была изначально не страстью, так скажем, к внешности, к красоте, да, не какой-то именно такой страстью, которая возникает при общении, при личном общении, при встрече. Мы очень хорошо общались по душам, именно по телефону. Вы знаете, говорят, что мужчины любят глазами, а женщины любят ушами. На самом деле, да, это во многом так, и я очень рад, что наш случай был совершенно другим, противоположным. Я влюбился в свою жену, разговаривая с ней по телефону, именно в ее душу,
именно когда мы разговаривали на духовные темы, на какие-то сокровенные темы. Да, мы даже молились вместе. Это очень важно. И более того, разговаривая по видеосвязи с человеком, зачастую ты даже не понимаешь, как он выглядит. Его рост, да, цвет кожи. И я 100% могу сказать уверенно, что я влюбился в ее именно душевный образ. Это платоническая любовь. И далее, когда первый раз мы встретились, когда я приехал в Москву по делам, мы не разочаровались. И, слава Богу, я тогда очень волновался. Я думаю, что Эмма тоже волновалась. Мы не разочаровались, я был, честно говоря, приятно удивлен. Я был поражен ее красотой, я не ожидал. Вы будете смеяться, возможно, но по видеосвязи, когда мы разговаривали, я думал, что она маленького роста, и у нее очень высокий голос, и я подумал то, что возможно, что она даже карлик из-за пропорций. Ну, это мое видение, мой, так скажем, опыт эмпирически давал мне ложные, как сказать, предположения из-за того, что я, не понял, да. Мы часто видим по фотографиям, по видео, мы не можем понять, как человек выглядит. И я подумал в тот момент, ну ладно, Господи, да, это не так важно. В конце концов, очень важно взаимопонимание для будущей семьи. То, как мы будем общаться, как мы будем понимать друг друга. Наша любовь будет строиться на наших отношениях. Внешность не так важна, по сути, потому что в тот момент, в мои 30 лет, 31 год, я уже думал о создании семьи. Я уже не думал так, как думает подросток или там 20-летний человек. Для меня было важно именно это. Когда же я ее встретил, я был действительно очень приятно удивлен, что она действительно очень красивая. И мне повезло, это Божий дар, я в этом абсолютно уверен. И с тех пор, как мы начали общаться, мы начали уже думать о свадьбе. Мы познакомились в октябре 22 года. И в мае 23 года мы уже поженились. За 4 месяца мы пришли к этому решению. И это на самом деле чудо. Мы прошли через многие сложности, да, то есть непонимание, да, к сожалению, со стороны родных было непонимание, и такие вещи, они могут даже кого-то настолько смутить, что человек откажется, да, я очень боялся, что Эмма откажется от нашего брака из-за того, что слишком много было вот таких вот испытаний, но мы их преодолели. Слава Богу, я очень благодарен. Я благодарен Богу за это. Я очень рад, что моя жена оказалась настолько волевым человеком, я скажу так, чтобы не испугаться всего этого. Были и материальные, да, были финансовые проблемы, но мы прошли через это. И в очередной раз я почему понял, что это Божья воля. Друзья помогали нам. Как только мы начали планировать, как только мы начали готовиться к свадьбе, наши друзья стали помогать нам. Кто-то деньгами, кто-то организацией, кто-то советом. Так или иначе, все поучаствовали в этом. И у нас все это получилось достаточно просто при всех наших вот исходных данных. Огромную благодарность выражаю всем моим друзьям, правда. И многие у меня спрашивали, да, вот сейчас, Саша, расскажи, пожалуйста, друзья моих друзей уже интересуются, как вы познакомились, как вы встретились.
Я буду очень рад, если я отвечу сегодня вот в этом видео на ваши вопросы. И если у вас будут какие-то вопросы, вы сможете задать их внизу в комментариях. Да, напишите, пожалуйста, что вас интересует. Почему еще я считаю, что это совершенно чудесная встреча, это чудо? Потому что такие пары, как наша, они очень редкие. Вообще, в принципе, браки между африканцами и русскими – это достаточно редкая вещь. Но если это такая пара, как наша, в которой жена африканка, а муж русский, ну это вообще исключительный случай абсолютно. Почему, я могу рассказать также подробнее в следующих видео, если вам интересно. Но это было чудо. Посмотрите, зачастую русские пары, которые вот, соседи, да, даже, я не знаю, одноклассники, люди, которые ходят в одну церковь, которые, ну, по крайней мере, говорят на одном языке, они разводятся. Сколько разводов сейчас? Это кошмар. Очень много разводов. Ужасные судебные разбирательства, дележ имущества, там, с детьми, со всеми, вот такие трагедии. У нас пара, которая, мы говорим на разных языках, мы с разных континентов, друзья, и мы прекрасно понимаем друг друга, как будто мы раньше были знакомы много лет назад. Это чудо, иначе это нельзя объяснить. Что я хочу сказать? Это не просто так, это дается человеку свыше. Я уверен, я настаиваю на том, что человек не может своими силами, человек не может только своими какими-то хитростями, своим опытом взять и создать хорошую семью. Это зависит не от тебя. Я абсолютно уверен, что это Божий дар. Ты можешь заработать денег, ты можешь купить дом, ты можешь сделать что угодно, да, мы знаем сколько угодно таких историй. Но если речь идет о браке, если речь идет о семье, это дар свыше. Ты никогда не встретишь нужного тебе человека просто так. Ты никогда не сможешь найти нужного человека, думая, вот сейчас я построю план, сейчас я там напишу на листочке так, так и так. Так не получится. Только Господь Бог может помочь тебе сделать это. Да, вы можете сказать, конечно, да, вы еще не так долго вместе, у вас там будут проблемы, вы разведетесь. Посмотрим, друзья, это наш вызов, это челлендж. Мы будем жить вместе долго и счастливо, я уверен в этом, дай Бог. Я лично долго искал будущую жену, долго искал супругу. Мне советовали мои друзья, мои знакомые, мои родители, да, моя мама, священники, да кто угодно. Мне все пытались помочь. У меня не получалось ничего. И у меня получилось только тогда, причем очень быстро и очень удачно, тогда, когда я начал молиться об этом. Когда я начал серьезно, когда я положился на Бога. Вот. Нужно положиться на Бога. Я знаю, многие зрители со мной не согласятся. Да, кто-то вообще не верит в Бога. Но я настаиваю на этом. Моя, так скажем, аксиома, из которой я исхожу, говоря все это, и во всех следующих видео я буду исходить из того, что это Божий дар, который не был заслужен мной или заработан, но который дался мне как некоторый аванс, который Бог дал нам как некоторый аванс для того, чтобы мы отплатили Ему добром за добро, своими делами. Я в этом абсолютно уверен. И всем людям, которые говорят мне, скажи мне секрет, как это сделать, я не могу сказать, к сожалению. Кроме того, что я могу посоветовать каждому положиться на волю Божью, молиться и подойти к вопросу создания семьи именно с позиции того, что ваша семья – это великий проект, который должен послужить не только вам самим,
но и окружающим вас людям и Богу. Если вы подходите к созданию семьи с такой позиции, то у вас все должно получиться, если на то есть воля Божья. Некоторые люди спрашивают меня там, как познакомиться там с африканкой, потому что, да, для многих людей, в принципе, отношения – это, ну, как игра, так скажем, да, развлечение. Некоторые люди очень скептически относятся к бракам с иностранцами. Другие люди, напротив, очень прям фанатеют от таких вот пар и тоже хотят что-то такое. Но нужно понимание. Люди, которые, возможно, кто-то из тех, кто смотрит меня сейчас, они поймут, они вспомнят наши прошлые разговоры. Ой, как познакомиться там с черной телкой, там тут и сё-то. Нет, друзья мои, я никогда не отвечу на такой вопрос. Я всегда говорю, если вы хотите настоящей любви, хороших отношений, брака, я могу вам сказать, да, вам следует положиться на волю Божью и серьезно отнестись. Если вы хотите создать хорошую семью, Бог даст вам. Если вы хотите просто поиграться там, да, просто там покувыркаться в постели, нет, у вас не получится. На самом деле у вас не получится, потому что это не та ситуация. Есть множество причин для того, чтобы брак между представителями африканских стран, да, в частности Нигерии, и жителями других стран, да, белых людей в России, в Европе, для того, чтобы эти браки не были удачными, есть множество причин. Я расскажу о них впоследствии. Но если у тебя твои намерения чисты, если ты хочешь создать хорошую семью, у тебя получится. Я в этом абсолютно уверен. Но для этого нужно провести огромную внутреннюю работу. Моя жена говорила мне много раз, что она готовилась к тому, чтобы стать хорошей женой и матерью. Я сам, конечно, по возможности, я не проводил такую серьезную работу над собой, но я совершил определенные усилия для того, чтобы взглянуть на мир по-другому, для того, чтобы искоренить в себе какой-то эгоистический взгляд на жизнь, лень, да, эгоизм и лень я пытался искоренить в себе. Я даже не знаю, как это сказать, но я провел духовную работу над собой, когда я молился, когда я просил Бога помочь мне. Но когда ты просишь о чем-то Бога, это никогда не бывает просто так. Он дает тебе, но Он просит, Он требует от тебя взамен твоего личного духовного роста и отдачи в виде добрых дел, которые ты будешь творить в этом мире, помогая другим людям и влияя в хорошем смысле, влияя на их жизни. Собственно говоря, записывая это видео и развивая этот канал, мы имеем именно эти цели перед собой. Что я хочу сказать еще? Наша семья в процессе создания, в процессе организации свадьбы придерживалась одной простой позиции. В Евангелии от Матфея, в главе 6, стих 33 сказано: «Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам». Мы хотели совершить обряд венчания. Именно наша свадьба, наша женитьба – это прежде всего обряд венчания, церковная свадьба. Это было для нас очень важно. Именно поэтому мы венчались, как вы видели, может быть, в видео в соцсетях ВКонтакте, в Инстаграме. Мы венчались в церкви. Это была наша принципиальная позиция.
Мы нашли для этого, я нашел своего прекрасного, доброго друга, отца Павла Красанова. Огромная благодарность ему. Именно этот человек создал нашу семью. Я считаю так, и я много раз говорил об этом. Именно он создал нашу семью по Божьей милости. И, конечно, нас терзали сомнения. Перед свадьбой, особенно я очень сильно сомневался. У каждого русского человека есть определенный стереотип, именно стереотип в отношении африканцев. Это абсолютно ложное представление о том, как живут в Африке, особенно в Нигерии, о том, чем люди, их менталитет, чем они живут, как они представляют себе брак, как они представляют себе жизнь. Мы совершенно не знаем этого, и я не знал. У многих людей есть ошибочное представление, что африканцы приезжают в Россию для того, чтобы закрепиться здесь, да, чтобы заработать денег, чтобы найти лучшую жизнь. Нет, друзья, это совершенно не так. Я испугался того, что Эмма была очень заинтересована тоже в хорошем браке за границей. Это не из-за того, что она искала лучшей жизни. Вы приедете в Нигерию, вы приедете в Лагос, Абуджу, вы увидите, люди там живут хорошо, на самом деле. Там есть очень много обеспеченных людей и образованных людей. Наоборот, более того, африканцы не собираются оставаться за границей, жить навсегда. Как правило, они хотят заработать денег и вернуться домой. Я боялся, что те девушки, с которыми я общаюсь, они зачастую ищут теплого местечка, они хотят хорошо устроиться. На самом деле это не так, абсолютно не так. И я сомневался, я молился Богу, я хотел какой-то знак свыше о том, что Эмма моя будущая жена, и что это наша судьба. И я на самом деле вел себя зачастую как Фома неверующий. И Бог давал мне знаки, я могу рассказать вам. Когда это ваш человек, когда вы встречаете девушку или парня, который будет вашим супругом, супругой, вы это будете знать точно, совершенно точно, потому что у вас все сложится. Это некоторый дар свыше. Я как-то ехал в электричке и встретил одного человека, там один дедушка раздавал религиозную литературу, там газеты, все такое. И он вел себя достаточно необычно. Я считаю, что он необычный человек. Он имеет определенный духовный дар. Он подходил к людям, и он подходил не ко всем. Он не просил денег, он просто давал раздатки. Он подходил к определенным людям и говорил им какие-то вещи. К одной женщине он подошел и сказал: «Ты, матушка, готовься стать бабушкой». Она так относилась к нему, несколько пренебрежительно, что ли. То есть она не хотела с ним говорить, она так сторонилась чуть-чуть. И когда он это сказал, она взяла у него газету, и она сказала: «Как? Откуда ты знаешь это?» Я говорю: «Действительно, моя дочь беременна». Он улыбнулся, пошел дальше, он подошел ко мне. Это было еще задолго до свадьбы, еще до того, наверное, как я встретил Эмму. Он сказал мне: «Ты, говорит, сынок, не ищи плохую девушку, ищи хорошую девушку, ты женишься, дай Бог, у тебя все будет хорошо». Я удивился, я прям, оторопел. Я сказал: «Отец, откуда ты знаешь это?» И да, я ищу будущую жену, я не женат. Он говорит: «Да, я знаю». Говорит, я сказал: «У меня нет денег сейчас, у меня не было денег, я хотел ему дать». Он говорит: «Знаешь, сынок, деньги — это не в деньгах счастье, это не главное. Мы еще увидимся». Я встретил его в другой раз, я дал ему денег, поблагодарил. Я вспоминаю его, иногда молюсь за него. Другой раз я
пошел на службу в свою церковь, и когда я подходил к кресту, священник, который давно меня знает, он был моим духовником, отец Константин Островский, он спросил меня: Саша, а ты собираешься жениться? Или там, у тебя скоро свадьба? Как-то так он спросил. Я тоже просто опешил, я не знал, что сказать. Я был в смущении, поэтому я ничего не ответил. Я сказал: да нет, нет, и пошел дальше. Но я считаю, что это был не просто какой-то праздный вопрос. Он знал это, и, скорее всего, Бог вложил в его сердце это знание. В следующий раз, когда я прям вот накануне свадьбы, я тоже сомневался, я думал, я молился Богу: Господи, если это Твоя воля, просто ответь мне, дай мне какой-то простой знак, что именно Эмма моя будущая жена, и что нам нужно организовать свадьбу. И ребенок плакал, там рядом со мной стояла семья, ребенок плакал, и он прокричал, он, наверное, хотел сказать «мама». И вот он так взял и прокричал: «Эмма, Эмма». И я подумал: да, все, теперь точно, я не сомневаюсь ни в чем. Когда ты встречаешь человека, который будет твоей второй половинкой на всю жизнь, твоим мужем или твоей женой, ты это узнаешь точно. Бог даст тебе знак. 30 лет я ждал. Иногда я сравниваю этот путь с судьбой Моисея, который шел 40 лет через пустыню. Я шел через пустыню 30 лет. Это мой путь. Я об этом много раз говорил. Когда я хотел найти вроде бы хорошие варианты, вроде бы хорошие девушки, кто-то тебе советует, там, пытается познакомить тебя, у тебя ничего не получается. Не получается именно потому, что еще не пришло время. Я уверен в этом. Моя супруга очень часто сравнивает свой жизненный путь с жизнью Ребекки, которая путешествовала для того, чтобы встретить своего мужа. Я сравниваю свою жизнь с жизнью Моисея, потому что на самом деле в определенный момент я молился о том, чтобы Бог дал мне встретить мою жену, и Он дал мне ответ, что да, ты получишь то, что ты хочешь. Но когда ты просишь о чем-то, ты даешь обещание о том, что ты получишь то, что ты хочешь, если ты будешь... я в свое время дал обещание, что у нас будет хорошая семья, которая будет служить Богу и которая будет помогать людям. Так и случилось. Я встретил жену, цели которой изначально были влиять на людей, глаголом жечь сердца людей, помогать им, приводить их к Богу, помогать им создать хорошую семью, наладить отношения. Я считаю, что если уж такова наша судьба, мы должны следовать этому плану. Что еще я хотел сказать? Это видео, оно посвящено только тому, как мы встретились чудесным образом и как мы устроили нашу свадьбу. Сегодня я не буду говорить больше ничего, потому что есть очень много других тем, которым я могу посвятить отдельные видео. Отношениям между разными народами, да. Я могу рассказать об Африке, мы можем вместе рассказать о жизни в Африке, о разнице в менталитете между русскими людьми и африканцами. Мы можем рассказать немножко про Нигерию, мы можем рассказать о нашей семье, о наших отношениях, о том, как мы живем, какие цели преследуем в жизни, и так далее, да, о, может быть, национальных традициях, о религии. Мы можем рассказать о том, как нигерийцы и как русские люди по-разному воспринимают церковь, веру в Бога, личную духовную жизнь, личный духовный рост.
Вы можете написать в комментариях о том, что вы хотели бы услышать от нас в следующих выпусках. И всем спасибо. Я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы любим вас, друзья. До свидания. Bye.